Подогнали мне вот такую одноразовую электронную сигарету. Сегодня разберемся, действительно ли она одноразовая. Снимаем муштук. У меня он снялся движениями туда-сюда на излом корпусу. В самом муштуке небольшой спонжик. В корпусе силиконовая заглушка. Попробуй ее вынуть. Вытаскиваться она не хочет, но зато мы видим колбу с самой курительной жижей. Попробую разобрать заднюю часть электронной сигареты. Аллилуйя, она снялась. Тут мы видим датчик протока воздуха, чтобы включать нагревательную спираль. Уплотнительную губку зачем-то загнули под датчик. Не думаю, что она хорошо пропускает воздух. Аккуратно вынаю все комплектующие электронной сигареты. Обычное примитивное устройство, колба с жижей, внутри нагревательная спираль, литий-ионный аккумулятор, даже удивительно. Какая-то ватная прокладочка, непонятно зачем. Наверное, для уплотнения, чтобы не гремело внутри. Если внимательно присмотреться на саму колбу, то видно, что жижа в ней израсходована еще не полностью. Соответственно, что в электронной сигарете одноразовой быстрее садится аккумулятор, нежели кончается жижа. Сам литий-ионный аккумулятор тут обычный, 3,7 вольта, 1100 мАч. Дата производства аккумулятора 21 год, 8 месяц, 17 число, если верить цифрам. Следовательно, мы приходим к выводу, если здесь поставили аккумулятор, то его можно зарядить и пользоваться дальше. Также можно поступить и жижей для курения. Просто купить жижу для многоразовых электронных сигарет и заправлять ее. Осталось придумать, как для аккумулятора сделать аккуратно зарядку, ведь места в корпусе совсем немного. Есть у меня вот такие зарядные платы для литий-ионных аккумуляторов. Именно для одной банки аккумуляторов. Они сразу идут с микро USB разъемом, и у них есть функция защиты аккумулятора от перезаряда. Кому интересно, сама плата выглядит вот так. Также для удобства на ней расположен светодиодный индикатор зарядки. Примеряю саму плату в корпус. Светодиодный индикатор на электронной сигарете мигал зеленым и не давал больше нагревать спираль. Проверим, при каком вольтаже аккумулятора он это начинает делать. 3,28 вольта. Также проверим рабочее напряжение на плате зарядки. 4,12 вольта. Отпаиваю аккумулятор. Аккумулятор я отпаивал для удобства работы с ним, потому что нашел подходящий разъем питания, а именно этот 3,5 на 1,5 мм. Зарядная плата будет использоваться снаружи, как специальное зарядное устройство для данного девайса. Отмечаю и вырезаю место в задней заглушке под разъем питания. Ну вот, все выпилил, разъем входит четко. Ответной части разъема у меня нет, но зато есть вот такие переходники со стандартных 2,5 на 5,5 мм на любые другие известные разъемы питания. Подобрал подходящий. Теперь прозвоню сам разъем питания, чтобы понять, куда припаивать плюс, а куда минус. Ведь для выпрямленного тока это категорически важно. Прозвонил. Теперь подпаиваю провода и приклеиваю разъем на цианокрилатный клей, он же секундный.
Заклеиваю все каптоновым скотчем для изоляции контактов. Сопротивление спирали нагрева 1,8 Ом, мало ли кому пригодится. Далее припаиваю саму спираль и окончательно заклеиваю каптоновым скотчем. Приклеиваем на место все уплотнители и собираем окончательно в корпус. Настал момент показать, как заправляется сама жижа. Снимается муштук, силиконовая заглушка. Жижу я взял немножко не такую, как была, тропики. Надеюсь, она не испортит вкус. И так же, как в обычной электронной сигарете, пропитываем губку жижей, но не слишком густо. Иначе спираль нагрева будет захлебываться и щелкать. Пара будет слишком много, курить будет невозможно. В центр трубочки ни в коем случае жижу не льем, там находится сама спираль. После заправки можно пару минут подождать, пока пропитается вся губка. Далее одеваем обратно силиконовую заглушку, ее отверстием нужно попасть в центр трубки. И уже окончательно защелкиваем сам муштук. В принципе все, наш девайс модернизирован и готов к использованию. Осталось разобраться с его зарядкой. Как я уже и говорил, плата зарядки будет использоваться внешним образом. Поэтому припаиваю к ней провода. К проводам припаяю самый дешевый разъем с Алиэкспресса 5,5 на 2,5, чтобы подходил мой переходник. Все припаял, собрал. Да, она у меня будет в таком виде. Носить этот зарядник я никуда не собираюсь, поэтому ничего страшного. Вставляем штекер, сделанный нами разъем питания. Видим, загорелась красная лампочка, значит пошла нагрузка на плату зарядки. Значит, аккумулятор заряжается. Все в порядке. С этим устройством пока что все получилось, все работает. Демонстрация, где я им парю, будет в конце видео. Потому что бонусом я хочу снять еще про один девайс, у которого тоже сел аккумулятор, тоже одноразовая сигарета. Попробую к нему тоже сделать зарядник. Если не получится, то хотя бы попытаюсь его зарядить. Сразу начинаю разбирать задние заглушки.
В общей сложности мучился я минут 7-10, открывая заднюю часть девайса. Поддалась она мне только после нагрева ее феном. Черную часть, которую я отломил, снимать было не нужно, это просто декоративная накладка. В задней части мы видим находится такой же датчик протока воздуха, как и на прошлом девайсе. Аккуратненько выталкиваем все внутренности из корпуса. Сразу видно какой-то дефект с колбой, где находится сама жижа. Задняя силиконовая заглушка, где спираль продавлена вовнутрь. И сама трубка, где испаритель, изогнута, хотя до этого сюда никто не лазил. Соответственно, это заводской брак. Девушка, которая владела данным девайсом, с самого начала говорила, что с покупки тянется электронная сигарета плохо. Теперь понятно, почему она так плохо тянулась. Даже сама силиконовая заглушка осталась кривая. Соответственно, загнута она так уже давно. Вынимаю наполнитель, чтобы установить его как положено. Обернул его вокруг испарительной трубки, но такое ощущение, как будто его не хватает. Дополню, пожалуй, обычной медицинской ватой. Надеюсь, хуже не будет. Насчет зарядки не знаю даже, что и придумать. Места в корпусе очень мало. Было бы классно сделать сюда индукционную катушку, чтобы заряжать устройство беспроводным способом. Но пока в моем арсенале ничего подходящего нет, выведу просто два провода и буду заряжать устройство через них. Припаиваю плюс к красному проводу, минус к черному проводу, чтобы не перепутать при зарядке. Как обычно, изолирую все каптоновым скотчем и приматываю им же провода для плотности. Также в задней заглушке нужно будет заделать все отверстия, чтобы воздух шел через датчик, а не через них. Иначе спираль испарителя просто не будет нагреваться. Заправлять девайс так же, как и предыдущий. То есть снимаем муштук, выковыриваем силиконовую заглушку, пропитываем ватку жижей, вставляем обратно силиконовую заглушку, главное отверстие в ней попасть в трубку испарителя, и вставляем муштук. Далее вкратце о том, как я буду это устройство заряжать. Есть у меня пара готовых вот таких крокодилов. Я просто откушу от них половину и припаяю к той же зарядной плате, что и от предыдущего устройства. Да, нормальные кусачки я где-то посеял. Пока что пользуюсь такими. Припаиваю плюс к белому проводу и минус к черному проводу, чтобы не перепутать в дальнейшем при постановке на зарядку. И время проверки. Подключаем шнур питания. Загорелась красная лампочка, значит пошла зарядка. Снимаем один крокодил. Синяя лампочка, все работает. Вот таким способом мы восстановили две одноразовые электронные сигареты, вернее их зарядили и заправили. То есть по сути одноразовая электронная сигарета это та же многоразовая, только без разъема зарядки. Но возможно хватит их не так надолго, как многоразовые электронные сигареты. В чем же плюс электронных сигарет для самодельщиков-электронщиков? В том, что тут есть дорогостоящий литий-ионный аккумулятор, который можно использовать повторно в других различных самоделках. Ну и возможно кому-то пригодятся датчики протока воздуха, а также анодированные алюминиевые корпуса. Ведь данный девайс-то одноразовый, то есть люди покурили и их выбрасывают. На этом все. Все расходники и инструменты, которыми пользовался, будут по ссылкам в описании. Всем до свидания, всем пока, до новых видосиков.